Конец месяца выдался не менее насыщенным, чем его начало. Мне пришлось вернуться в Москву по причинам, о которых я расскажу чуть позже. А пока давайте вместе погуляем по новым заведениям Еревана. Новым для нас, потому что каждый раз мы стараемся открыть для себя места, в которых еще не были. Ими я и делюсь с вами в своих выпусках. Прекрасно сходили в ресторан, который называется Сик и Чипс, и там такой прикол, что все блюда, они ну, как бы основу всех блюд составляет вот эта рыба сиг, вот. И это на самом деле очень прикольно, потому что я никогда не была в таких ресторанах, кафешках, заведениях, где основу, ну, разного вида блюд составляет какой-то один элемент, конкретный, определенный тип, вид, сорт. Вот. И здесь как бы сик, он является основой всего, ну разве что только не вина. Мне место очень понравилось. Из всех заказанных блюд я бы рекомендовала брать сик и чипс. Вот именно это блюдо мне понравилось больше всего. И очень хорошая музыка играет в заведении, как будто буквально на дискотеке 80-х. Ну, как-то, я не знаю, сервис очень хороший, приятный, добрый, позитивный. И, ну, вот еда вкусная, вот рыба, которую подают, она действительно очень свежая, вкусная. Я бы еще взяла что-нибудь попробовать. На самом деле мы с собой домой взяли еще котлетки из сига, к ним идет пюре как гарнир. И еще мы взяли попробовать фиш-бургер. Вот, надеюсь, что нам понравится. Но судя по тому, что нам понравилось все, что мы заказали, я думаю, то, что мы взяли домой на take-away, будет тоже очень вкусно. Сегодня я пила армянское вино. Оно было по бокалам. 1800 драм стоит бокал. Вино мне очень понравилось. По поводу, кстати говоря, алкоголя. Алкоголь там представлен не так широко, как вот сегодня, именно сегодня нам хотелось бы, потому что муж хотел что-то крепкое, он очень хотел коньяк, ни коньяка, ни виски, ничего такого не было, была водка, вот, водку он не хотел, были коктейли, несколько разных видов коктейлей, очень хорошая большая карта вина, пиво разливное темное и светлое 0,3. Пиво я попробовала 0,3 светлое, мне не понравилось. Вот, это я говорю лично про себя, про свои, как бы, да, там, вкусовые ощущения. И потом я после пива, ну, не допив его, заказала бокал красного вина. Она по бокалам, хотела сказать, на разлив. Кстати, я хотела рассказать еще одну очень приятную историю. Перед Новым годом я публиковала шортс в Ютубе, и мне магазин написал, что он благодарит меня за такой хороший отзыв и дарит мне скидку 20%. И сегодня я с радостью и превеликим удовольствием воспользовалась этой скидкой. Мы купили икру. На самом деле, вот получается, сегодня именно на витринах не было красной икры, была, ну вот икру сельди мы купили, икра минтая, и мы взяли несколько рыбок, ну, несколько вяленых рыбок, ерша. Мы взяли ерша, сделали нам скидку, я была очень рада, видите, как бывает. Прикольно. И
конечно же, спросили про красную икру, потому что перед Новым годом ее было очень-очень много. И вот нам сказали, что теперь ну, икра черная, красная, она по предзаказу. Купили рыбку, сделали нам скидку. Но сейчас, если вы заказываете икру кеты, горбуши, то это все теперь по предзаказу. Что в целом, наверное, правильно, чтобы продукция не портилась, и чтобы как планировать, сколько, чего, какого объема нужно заказать. Поэтому вот такие новости. Предзаказ можно делать в соцсетях магазина, вот, и вам его привезут. Что будет дальше, вновь показывает время. Поэтому сейчас волшебство монтажа, и мы переносимся в новые дни, в новые места и в новые события. Это у тебя десерт или напиток, не могу понять. Десертный напиток. Десертный напиток. Все, хорошо, буду знать. А как называется? Чтобы я подписала правильно. Называется Irish кофе. Irish кофе. Да, кофе сирийский. Кофе сирийский. Я думала, ирландский кофе. Не угадала. Ну ничего. Будем знать. Спасибо тебе за ликбез. Вот, наконец-то я и дома. Я сейчас в Москве, и у меня наполеоновские планы оббегать все Вайлдберрис-зоны, закупиться в Золотом Яблоке косметикой. И еще сегодня получила посылочку из Дека. Мне ее отправил наш учитель. В декабре я проходила очень классный курс по макияжу от Севчук Кати. И мне он очень понравился, этот экспресс-курс. Мы там практиковались после просмотра уроков на себе, закрепляли полученные знания, делали мейкап, делились в нашем телеграм-чате результатами. Это такая атмосфера была очень перед Новым годом особенно приятная. И Катя, она решила отметить всех нас, кто поделился своими результатами, вот, и прислала нам подарочки. И сейчас я как раз буду распаковывать эти подарочки. Мне интересно посмотреть, что там. Плюс еще она нам сделала 50% скидку на свой мерч. И так как я очень люблю, ну, я познакомилась вообще с Катей как бы через YouTube, она блогер и делает очень классные шорты, вообще очень классные, очень смешные. И там есть мой любимый персонаж Джессика из «Серебряной груши», которая работает, ну, вот этот персонаж в VIP-зале, то есть с люксовой косметикой, даже там не просто премиальная, а с люксовой. И когда приходят люди из сегмента бюджетик, она им говорит: так, пальчиком не трогаем, так, пробничков у нас здесь нет, пробнички там в бюджетике, пальчиком не трогаем.
вот такой вот получился набор замечательный. Я очень-очень рада. Как раз вот этот крем SPF от загара нужен был скоро сезон, уже считают не до лета. Нюдовые тени вот такие блестящие, они просто прекрасны. Мне теперь нужно срочно найти повод для выходки в свет вот с такими тенями. Ну, а вот этот карандаш меня вообще поразил, он для губ. У меня никогда не было карандаша для губ, поэтому я рада. Я обязательно попробую. Вау, просто супер! В общем, получила я наконец-то сегодня заказ из Золотого Яблока. Коробочка на самом деле небольшая, вот такая вот маленькая. Но я заказала все, что мне было так необходимо, то, чего я ждала. Там были очень хорошие скидки, так совпали дни. И этому я была рада вдвойне, просто вдвойне. Я покажу сейчас коротко, что я заказала, похвастаюсь, так сказать. А может быть, кто-то любит смотреть распаковки. В общем, в любом случае я покажу, что я заказала. Это просто, вот, я не знаю, попкорн для любой девушки. Это услада для души. Заказать что-то в Золотом Яблоке, даже то, что тебе не нужно. В общем, я реально жертва рекламы. И, ну, многие блогеры хвалили этот тональный крем. У меня есть обычный крем от этого бренда, и я вот еще решила попробовать от них тональник. Это La Mer. Да-да-да-да-да. И я взяла этот прекраснейший. Я надеюсь, что он прекраснейший. Я его еще ни разу не пробовала. Здесь, кстати, есть SPF, защита от солнца. И какой Natural, да, я взяла? Natural 150. Ну, потому что у меня очень светлая кожа. Пока что она еще не загорала нигде в этом году. Да, мы там живем сейчас в южном климате, в Армении, но как будто бы это солнце, оно греет, но ты от него не загораешь. Ну, либо нужно, не знаю, идти на целый день в какой-нибудь бассейн, брать лежак, вот просто целенаправленно лежать и загорать для того, чтобы получить красивый, приятный тон лица, шеи, рук и всего остального прочего. В общем, я рада, я его попробую, и я надеюсь, что это хорошее средство. Я на него возлагаю очень большие надежды. Дальше у нас идет точилка. Вообще мне не нужна была точилка. Я не знаю, зачем я ее взяла. У меня есть точилки, их много. И, в принципе, они все нормальные. Ну, ладно, будет еще одна точилка. И что, все? Нет. Ура! Ура, ура, ура! Я все-таки его заказала, просто прошло какое-то время, и я точно помнила про тональник, но про остальные какие-то мелочи, которые я просто кидала, ну так, за компанию, я забыла. Но это не мелочь, это очень хорошая штука, которая у меня закончилась, мне ее посоветовала моя подруга Ира, и, в общем, вот этот вот Эбориан, это просто что-то с чем-то. CC Red Correct. Короче, когда у вас просто утром такая кожа после умывалки не ровная, а с какими-то пятнышками, что она такая чуть розовато-синевато-красноватая, наносится этот прекрасный корректор на лицо, и у вас просто цвет кожи выравнивается, происходит какая-то магия, волшебство. Я не знаю, как это происходит, я не понимаю эту технологию, но, наверное, как бы с точки зрения обывателя я не должна ее понимать, но это круто. То, что они делают, это супер класс. То есть я впечатлена, Так что вот эта штука мне была прям нужна. Если с точки зрения тональников, у меня много разных тональников, и это, ну, типа, попробовать. Я надеюсь, что проба пера будет удачная, потому что он очень дорогой. То, что касается вот этой штуки, корректора, то она мне была прям нужна, потому что она у меня закончилась, и пока что аналогов
вот этому Эбориан корейской штуки я не нашла. Я не знаю, ну, вы наверняка тоже такой бренд знаете и, возможно, даже пробовали. И, может быть, какие-то альтернативы мне посоветуете, ну, такие, которые можно тоже попробовать вот из этой серии такого корректирующего средства. И два карандаша. Два карандаша. Почему два? Почему два? Один черный. Нинелли Барселона. А второй тоже, что ли, черный? Я же хотела коричневый. Я хотела попробовать коричневый. Я прошла короткие курсы по мейкапу, я уже рассказывала, и там очень классный макияж был именно с коричневыми тенями, с коричневым карандашом, с мягким коричневым карандашом, и я хотела коричневый карандаш. Короче, ладно. В общем, вот такая распаковка получилась, небольшая, вот, и слава богу, что я не заказала больше, потому что искушение, находясь на сайте Золотого Яблока, есть всегда заказать что-то больше. Это абсолютно так, и... Но я молодец, в этот раз я молодец. Кстати говоря, вы можете спросить у меня, а почему ты заказываешь все в Москве? Ну, там, да, допустим, я приехала на недельку для того, чтобы поделать какие-то свои домашние, и еще, значит, порадовать себя, побаловать какими-то новиночками. Ну, потому что в Армении дороже, вот, и некоторых брендов нет. Это просто приятное дополнение к тому, что я могу купить в Золотом Яблоке, где у меня очень уже хорошая скидка, плюс у них вот всякие кибернедели бывают, и хорошие акции на продукцию, и получается, что цена очень выгодная. На него реально очень хорошая скидка была. Я даже подпишу, похвастаюсь, какая была скидка. Всегда здорово совмещать полезное с приятным. Между делами я наведалась в салон «Пальчики» обновить маникюр. Понравилось, что они сейчас дают подставки под телефоны. Это очень удобно, если хочется посмотреть YouTube. Заглянула во «Вкусная точка». Кстати, бургеры здесь шикарные. Мягкие, сочные и мясные. Была также у косметолога, подколола морщинки. И как же обойтись без блинов на Масленицу? Пекла сама и делала заказ из любимого теремка. Не без этого. Ну и напоследок расскажу, что в Москву я приехала в срочном порядке получать визу, так как в сжатые сроки сделать в Ереване визу в Европу не удалось. Очень большие очереди на подачу заявлений. Виза в Москве в итоге получена, а это значит, я смогу вас порадовать скоро новыми влогами из новых поездок и вернуться к моему любимому travel формату.